Привет, друзья! А мы с вами прогуливаемся по пляжу и дошли до пляжа Колвы. Сейчас мы его покажем, как он выглядит, что с себя представляет, чтобы вы имели представление. Так, вот мы вошли со стороны пляжа Битал-Батим. Начинаются рыбацкие шхуны. И вот это уже окраина, начало деревушки. Видите, как это все выглядит. Какие хижины, коровки, в каких условиях живут люди, работают. Я так понимаю, это обслуживающий персонал. Ну, это те, которые, наверное, убирают пляжи. А вполне возможно даже и рыбаки, которые выходят в море. Но обратите внимание, спутниковые тарелки есть, тоже очень интересно. Так, попросил женщину пройти, показать, как живут рыбаки или местные жители. Посмотрите, накрыто таким брезентом, потом сверху немножко шифера, а дальше как оно нас проводит. Вот такая вот. О, это так, это вот получается вот жилая комната. А здесь же холодильник, плита, газовый баллон, холодильник. И здесь же как бы спальня. А это там. Так, и здесь вот пройду во вторую комнату. А это, я так понимаю, умываются. Здесь как бы душевая. Видите, какой потолок. Видите, в каких условиях проживают индусы. И здесь вот этих комнат так целая, можно сказать, вот я не знаю, такой большой дом, и несколько семей вот здесь живут. Так, это вот входим в начало Колвы. Показали, как живут местные жители. Там дальше уже дома, хотя тоже вот такие хижины накрытые, тоже вот они вдоль берега стоят. Там, а чуть поодаль, там дальше дома такие кирпичные, не кирпичные, а со своеобразного их кирпича они выстроены, как блочные, можно сказать. А здесь, я так понимаю, они эти дома строят, потому что идет ураган, ой, не ураган, когда идут проливные дожди. Это чтобы, если мало ли подмоет или что, чтобы не жалко было. Или же просто-напросто нету средств. Так, а мы продолжаем. А может и есть. Ну да, может и есть. Что им нужно для этого? Просто мы не знаем, они уже привыкли так жить, и Может, у них денег, блин, больше, чем у нас. им сложно сказать. Родители работают, а дети, может, живут. Вот, кстати, ребята, Не чуть не наступил, покажу. Будьте осторожны тоже, видите? Можно было запросто разрезать ногу. Что могу сказать? На пляже Колвы мы бывали, и у нас сложилось отрицательное мнение, потому что, в отличие от другими пляжами, пляж этот находится как бы в городке, и он не очень чистый. Но нам, по крайней мере, он как бы не понравился. Много очень индусов, туристов. Он нам не как бы не понравился, а он нам просто не понравился. Да. Ну, а сейчас мы хотим пройти полностью по пляжу со стороны Битал-Батима и показать все, что здесь есть. Идет вот подготовка лодок к ночному лову. Рыбаки готовятся. Те, которые утром вышли в море, вон вы видите, сколько много. Сегодня более-менее спокойное море. Получается, что как бы и рыбаков достаточно вышло в море. Вечером можно ждать хороший улов. Ну а здесь вот происходит ремонт и подготовка. Тоже понимаете, если осмотрите, сколько рыбы, сколько мертвой рыбы валяется, соответственно, представляете, какой запах. И каждая лодка
она с мотором оставляет свой масляной след. И это, конечно, все отражается на пляже. Конечно, практически на каждом пляже есть лодки. Но все зависит от их количества. И, соответственно, мы уже обратили, чем больше рыбацкий пляж, рыбацких лодок, тем он грязнее. Ну вот вы видите, уже начались шейки. За нами уже бегут созывала. Хорошо. Отлично. Антон кафе, друг. Хорошо, А? кафе. Антон кафе. Не, thank you. Thank you, да? Thank you. My friend, this is from Goa. Да. Антон кафе. Okay? Видите? Видите, созывал сколько. Просто не надо с ними входить в разговор. Да, Вот и если всё. не входить в разговор. Не берите пример с Вовы, потому что Вова со всеми здоровается, Вова со всеми руку пожимает. И Друг- вот так вот может стоять с одним человеком минут 5. Следующий проходит опять 5. Ну, И вот так вот, ребята, при- наша колва где-то нам обойдется в час. Так что просто-напросто не входите с ними в контакт, все, идите куда вам нужно. А вот Ну, так это мое вот мнение. моются. Моются, да? Он рыбу достает. А, рыба. Это рыбачит так. Ну-ка давай посмотрим, что может он вытащит. Да, вот так проходит рыбалка. Я так понимаю, это тоже непросто. Это надо выжидать. Видите, как он выжидает, течением сносит, и он тоже отходит. Ладно, мы тоже стоять не будем. Пойдем мы дальше. Так, ну вот, прошли 2 шейка. Между шейками опять видим такие вот хижины. Ну, я так думаю, что это рыбацкие. И между хижинами вы видите, что это такое. Это просто назвать срач, просто срач. Они просто там же, где живут, просто выбрасывают мусор. И не просто выбрасывают, а выбрасывают на сторону моря. Мусор там и писают. Да. А на В данный сторону, момент мужчины не делают. на сторону моря вы понимаете, что когда будет прилив, это все окажется, вся эта дрянь окажется в море. И просто-напросто, ну потом, почему засранные пляжи? А посмотрите, какое пятно, бензин или соляра, что они здесь сливали. Черное пятно. Ну это просто, конечно, жесть. Ужас. Также вот идет сбор сетей на лодку. И здесь же идет починка этих сетей. Вы видите, как это все делается. Мусор. Отходы. Все выбрасывается в море. Вот так вот они цепляют. И все выбрасывают в море. Вот так индусы берегут свою природу. И вот, видите, ребята, вот по поводу чистоты пляжа Колова. С левой стороны, видите, рыбацкие лодки, мусор. И здесь же лежат, отдыхают туристы. Даже наши соотечественники, он практически одни они и есть. Видели, как выбрасывают здесь же рыбу? Ну, конечно, у нас сложилось очень-очень отрицательное мнение о пляже Колва. И если чисто вы хотите услышать наш совет, то лучше ехать, если даже и на длительный срок, лучше ехать в такие вот небольшие деревушки, как вот Бетал-Батим, допустим, как где мы живем, Маджорда, ну их здесь полно. Чем меньше деревня, тем меньше рыбацких лодок, тем меньше мусора. И комфортнее вам будет отдыхать. Колва, конечно, вот пляж большой, но на протяжении всего пляжа вы видите вот эти вот маслянистые моторы. Здесь же кушаете, здесь же мусор выбрасываете. И вот перед вами открывается вот такая вот картина.
Это вообще что Это- за демонстрация такая? Да, толпа народов. Это получается, ну, не излюбленное место, но вот сколько мы раз сюда не приезжаем, здесь постоянно очень много индусов. Дело в том, что они все стоят, понимаешь? Ну да, они не купаются. Ну, как правило, индусы же, они плавать по большей части никто не умеет. Умеют плавать только те, которые живут на побережье. У них-то в реках не поплаваешь. Бассейнов тоже у них нет. И где им учиться плавать? И они в основном не умеют плавать. И поэтому у них купание заключается вот в таком, что зайти там по пояс, постоять в воде, насладиться морем. Сейчас подойдем поближе. Индийские дети купаются. Здесь же вы видите лодочки. Туда-сюда шныряют. Ну, я не знаю. Наверное, покатушки тут им устраивают. И поэтому... Скорее всего, да, катают. Как и у нас лодка катает. Там, по-моему, 1000 рупий. Час покататься влево, вправо. Полчаса туда, полчаса обратно. Был прилив. Вода зашла вот на ту сторону мыса такого. Это вот получается, да, это уже вот самый центр, куда вот приходят наши автобусы, куда мы с вами приезжаем и откуда отъезжаем в Маргава. Видите, тоже мусора очень много. Ну и, соответственно, друзей индусов тоже полно. Наших соотечественников очень мало. Так, а это вот так, на таких тачках, на них спускают водные мотоциклы, небольшие лодочки для катания. С левой стороны вот вижу, наши соотечественники подтягиваются. 4. Одного видел, 2 видел. Ну, если так разобраться, ну, с десяток, может, 2 наших наберется. Здесь же вот можно покататься на парашюте, тебя подцепят. Шейков тоже вот хватает. Сколько на этой стороне, наверное, штук 6-7. Там вот подальше еще, наверное, 1 или 2. Ну, вы сами видите пляж. Сами видите пляж. Как бы и вам принимать решение. Вот, наших сразу видно. Наши беленькие, свеженькие, как это я называю, свежее мясо, когда белые приезжают, и они тогда давай их атаковывать. Когда уже так это подзагоревшие, они воспринимают. Помню, первый раз ехали в автобусе, так вообще шок, все на нас смотрели. Сейчас уже ездим, уже загоревшие, как к своим. Так, ну вот, мы прошли до конца пляжа, прогулялись с вами. Уже дальше, наверное, не пойдем. Вывод уже сделали, как бы вы видите сами, все своими глазами. Будем возвращаться домой. Мужичок, посмотрите, вот такой вот снастью. Вот такой вот снастью. Крючками, напоминающие нашу резинку. Наловил вот целую корзинку рыбы. Посмотрите, вот он. Молодец. Просто нет слов. А how much? 6. 800. Это он показывает, да? Ну вот, например, возьми, например, this. вот, например, 5. 1, 2, 3, 5. Five. И how much? Ama 2. 2. 20 либо 200. Всё. Ну, кто говорит 2. Вот такие вот, как наши сомики. Сложно, конечно. Тут. Может и 20 Уже даже. 70. Ну, понимаете, 70, да? такое No. окей. Okay. Нет, thank you. Да. Немножко сложновато их понять, потому что они говорят, Но у рыбаков на море самое оптимально покупать, потому что у них цена, во-первых, рыба свежая, а во-вторых, цена будет более доступная.
Так, ну вот, друзья, мы с вами прогулялись по пляжу Колвы, показали плюсы и минусы этого пляжа. И скажите, пожалуйста, в восторге ли вы от этого пляжа? Ну, наше мнение вы, я думаю, услышали, потому что после тех пляжей, которые мы посетили, ну, Я просто в шоке, я просто в шоке. даже если сравнивать с нашим пляжем Биталбатимом, ну, вы видели наш пляж и этот, и делайте сами выводы. Так что, ребята, Да, так что выбор за вами. от вас лайк, колокольчик и подписка. Кто может поддержать канал, спускайтесь по ссылочке вниз. Все координаты донатов, карт есть там. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока, друзья. Пока.